Всем привет, меня зовут Андрей. Сегодня мы будем изучать и тестировать индикатор объемный MFI на примере пары фунт-доллар. Основные параметры, значит, мы должны будем торговать, искать точки входа на 15-минутном таймфрейме. Входить на минутном. Значит, для примера, значит, мы выставляем таймфрейм 9:00 до 18:19:00, вот до этого времени. Уже вот это, она уже не будет актуальна, потому что уже время, мы в это время торговать не будем. Еще может быть под вопросом вот этот, но вот эти вот 1, 2, 3, 4, 5 будут идти в работу. При достижении, при вхождении индикатора в зону 40 сверху вниз, это означает, что мы должны готовиться к покупке. Ориентировочно это началось вот как закрылась вот эта вот свеча. То есть с этого вот момента мы должны были бы искать. Потом, значит, переходим на М1. Переходим на М1. Видим, что вот первая сделка у нас закрылась в минус. Вторая тоже в минус. А вот третья по моей стратегии, вот заход был вот с этой свечи. В крайнем случае, если бы ты не успел, вот она ушла такая, вот здесь чувствуешь, да, то ты устанавливаешь 5 пунктов, вот так вот, и заходишь вот с этой вот свечи. Далее мы идем его вести. Ведем нашу сделку, то есть теоретически ведь она давала нам 9, 1 к 9. Ну, естественно, ты должен понимать, что тут где-то ты должен выйти, а где-то ты должен, так сказать, вести его. Именно вести. Значит, у меня установлен индикатор, называется ATR Trailing Stop с алертами. Вот он мне. И он показывает мне приблизительно, где он может закончиться. Значит, на 15-минутном минимально у тебя бы давало бы ориентировочно 1 к 4. На 5-минутном она тебе давала уже бы больше, в районе 6-7. Значит, есть еще такое понятие, что если вот цена зашла вот сюда вот, то в этом пределе где-то мы должны будем уже закрываться. Вот с этого вот предела, с 5 должны уже закрывать, искать уже точку для выхода. Потому что он уже зашел сюда, эти вот по индикатору, то он означает, что он уже где-то хочет уже вот откорректироваться. Вот. И, соответственно, возможно, ты бы здесь бы вошел бы. Вот надо смотреть на М1. Ну и здесь ты раз, и вот только вот на втором ты вошел. И здесь ты уже, не знаю, тут тоже минус я поставил, потому что, возможно, здесь и не было возможности где-то его закрыть. И вот тут вот появилась уже вот точки входа. Здесь вот мы проверили, оно не работает. Не было точки входа, а вот тут вот точка входа была. И вот мы могли бы в принципе закрыть 1 к 3. Так, но мы же не знаем где. Ну, с этого момента, в принципе, когда проходит, и ты видишь, что готовься к закрытию. Естественно, где-то вот мы закрыли один. Вот где-то закрыли. Тут мы уже не работаем. По сегодняшнему дню
по сегодняшнему дню. Значит, у нас, видите, сколько она здесь длилась, да, и ровненько вот на наш пошло движение. Соответственно, когда мы тут видим, мы вот на этой свече, где-то вот здесь вот, мы входим на продажу. И уже вот смотрим, вот с этого момента мы могли бы уже бы вот тут бы закрываться, вот приблизительно закрываться на 1 к 5. Видите, она уже начала уже корректироваться. Вот. Но это еще пока продажи у нас, мы еще пока, возможно, ее будем держать.